Не, ты гонишь. Да я тебе говорю, в каждой игре есть глюки. Например. Например, да любая игра, все игры глючат, глючит все. Графика, физика, прям абсолютно все глючит. Ты даже сам не сможешь вспомнить ни одной игры, где не было бы глюков. Вот скажи мне хоть одну игру, где нету глюков. Half-Life. Фигня все это, скажу я тебе. Что там не глючит? Физика там не глючит. Да там постоянно застревают тела в стенах. Что там, графика не глючит? Да в гробу я видел эту графику. Искусственный интеллект не глючит. Да моя бабушка и то умнее. Вот так-то. Блин, вот ты сейчас наговорил, а доказать-то сможешь? Ну вот показать. Да все покажем. Все мы помним, в дремучем 2004 году вышла мега-игра. Да, Far Cry. Ну дык вот, сегодня мы будем говорить не о ней, а поговорим мы с вами сегодня об игре Half-Life 2. А именно о некоторых недокументированных забавных возможностях этой игры. Сейчас мы с этими людьми пойдем получать гуманитарную помощь. Эй, ребята, вы там ловите? Да, кидаю уже. Ну ловите. Опа! Яйкс, моя репа! Вот консервы! Нет. Вот пивко! Тебе тоже вот ящик. Еще в Half-Life 2 есть очень полезная вещь – жестянка. С помощью нее можно забираться в труднодоступные места. Нет текстуры. Видите, можно залезть на обелиск. А в мультиплеере можно устраивать чемпионаты по прыжкам в высоту. Слева лежит проигравший конкурент. Жестянка очень хитрая вещь. Смотрите, чтобы она не дала вам по лбу или не ускакала от вас. Если вы всегда хотели залезть на дерево, наша жестянка в этом поможет. Правда, дерево некрасивое, а настройки максимальные. Можно залезть на голову нашим напарникам. А оттуда взять жестянку и запустить ее в космос. Но по закону Ньютона, все, что отправляется в космос, рано или поздно возвращается на Землю. Поэтому иногда мы можем наблюдать такое погодное явление, как жестепад. Естественно, не обходится без несчастных случаев. Какая ужасная смерть. Продолжаем. Если вместо жестянки запустить в космос хоппера, то избавиться от наших напарников будет гораздо проще. Но при этом не забывайте о технике безопасности, иначе можно подорваться самому. А сейчас мы покажем вам, как можно расчистить себе путь с помощью жестянки и наших любимых напарников. Напоминаю, что сейчас под ними лежат мины. А что если вытащить жестянку? Похоже, они сопротивляются этому. Держат ее ногами. Видать, жить хотят. Но нас так просто не проведешь, мама. Вот так с помощью жестянки можно заставить их совершить подвиг. В принципе, совершить его они могут и без жестянки, но только очень долго будут решаться. Ну шо, кто первый прыгает? Давай ты прыгай. А чё я? Я в прошлый раз первый прыгал. О, тогда давай камень, ножницы, бумага. Давай, раз, два, три. Yes, я выиграл. Камень режет бумагу. Так что ты и прыгай. Ладно. Видите, как все сложно. А мы продолжаем наше взрывное шоу. Покажем фокус.
Обычная стена, обычная дверь, обычный арматуромет. Стреляем. Побольше. Подольше. Как следует утыкиваем эту дверь. А теперь посмотрим. Опа! Интересный эффект, не так ли? А теперь человек, глотающий раскаленную арматуру. А мы продолжаем наше взрывное шоу. О боже, какой кошмар! С этим надо что-то делать. Успокойте его. В таких случаях нас всегда выручает граната. Не помогает. А может, дробовик? Нет, нужно что-нибудь потяжелее. Тогда батарею. Раз. Еще раз. Еще. Ну, не помогает. Наконец мы все-таки успокоили его. Но что это? Его плешь исчезла. А мы продолжаем наше взрывное шоу. И не засните перед вашими мониторами, а то под вами взорвется стол. Но что это? О нет, он возвращается. Злобный зомби опять колбасится в стене. Надо успокоить его старым добрым арматурометом. Вроде получается. Посмотрите, как забавно он дергает ногой. Выруби телевизор. Смотри, вроде сработало. О нет, опять! Уф, ну ладно, оставим его так. Ну что, убедился? Вот это твоя халва. Вот так хрустят булки. Ну ладно, но не во всех ведь играх такое. То-то и дело, что во всех играх есть глюки. Я же тебе с самого начала об этом и говорил. Нет ни одной игры, где не было бы глюк. Дай поиграть мне час в одну игру, и я найду тебе там как минимум один глюк. В любой игре. Слушай. А ведь это идея. Мы сделаем второй выпуск.